Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. На касание Тэйкук можно смотреть бесконечно. Они так же естественны, как делать очередной механический вздох для поддержания жизни. Девятое место. Концерт без объятий Тэйкук быть не может. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Шок». Чонгук замолчал после слов Тэхёна. А ведь он хотел спать рядом. Разбор момента, который все видели, но не поняли. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Я бы хотел знать, что тут происходит. Чонгук, камера ну вообще в другом месте. Седьмое место. Чонгук не сводит глаз со своего Тэхёна. Посмотрите, как ярко он улыбается, следуя за Тэхёном. Шестое место. Поведение пары. Поговорим об этом подробнее. Тэхён просто раскрыл свою руку, и Чонгук сразу же юркнул к нему, чтобы оказаться в своем самом комфортном и любимом месте. Угадайте любимое место Чонука на теле Тэхёна. Даю, пожалуй, одну попытку. Пятое место. Чонгук глаз не может оторвать от Тэхёна. Мистер Очевидность. Четвертое место. В глазах Тэхёна, обращенных к Чонгуку, просто большими буквами. Такой красивый, что можно умереть.
Третье место. Новости. Это причина, почему он мой биас. Финальная речь Чангука. Сегодня. Я даже не знаю, с чего бы начать. Погода была лучше, чем вчера, а этот легкий ветерок делал все еще приятнее. Мы выступили с удовольствием. Ребята, как у вас это получается? Вы так круто умеете наслаждаться моментом и зажигать. Я получил от вас огромное количество энергии. Поэтому, когда мы вернемся, то пойду в зал и буду думать о вас во время тренировки. Это точно придаст мне сил. Спасибо большое, что пришли сегодня. Я вас люблю. Реакция Чангука на то, что Пье Пайпер стала сюрприз-песней. Он был в таком же восторге, как и фанаты. Финальная речь Тэхёна. Когда я вчера бегал, я увидел много юных фанатов и подумал, так вот почему наши армии такие энергичные. Все из-за этих малышей армии. Что я вообще несу? Но это правда. Спасибо вам за эту энергию. Мы получили ее так много, что, думаю, сегодня я буду спать очень крепко. У нас еще осталось одно выступление в Тампе, но армии, которым придут на последний концерт, лучше подготовиться. Энергия будет просто невероятно мощной. Я очень-очень вас люблю. Я так по вам скучал и правда очень люблю Тампу. Когда твои руки идеально подходят его талии. Режиссер Ли Хан Гёль в интервью для TIJK News рассказал, что во время съемок клипа 2.0 больше всего его впечатлил Тэхён. Еще до начала съемок мы с Ви много обсуждали разные идеи. Тэхён сказал, что уверен в своем чувстве юмора. Его инициативность даже меня зарядила, он во многом задавал атмосферу на площадке. Вопрос. Я прямо представляю сцену в лифте, где Ви говорит «Мы прибыли». Это была импровизация? Или все было прописано заранее? Ли ответила, на самом деле, я дал только очень простое и краткое направление, а все остальное родилось благодаря импровизациям участников. Вопрос. Кто из участников впечатлил вас больше всего? Был ли кто-то, про кого вы подумали, я задумывал это вот так, а он воплотил это гораздо круче? Ли ответила, честно говоря, я благодарен всем участникам, каждый отлично оживил свою часть. Но если говорить о Ви, у нас уже был теплые рабочие отношения благодаря другим проектам, поэтому мы еще до съемок активно обменивались идеями. Когда я впервые сказал, что хочу сделать сцену с выходом из лифта яркой и с юмором, именно Тэхён ответил, я уверен, что смогу сделать это смешно. Его инициативность меня действительно воодушевила, и он сыграл большую роль как человек, который задает настроение на съемках. Что касается образа, я не ожидал, что он настолько включится в процесс и предложит, например, усы. Когда я впервые увидел Ви в этом образе, я так рассмеялся, что съемки даже пришлось ненадолго остановить. И с этим не мешало бы разобраться.
Джин, Тэхён и Хосок посетили Пикл и Пайнт. Это современное спортивно-развлекательное пространство, построенное вокруг пиклбола, одного из самых быстрорастущих видов спорта в США. Концепция сочетает в себе крытые корты, бар и социальную зону, превращая обычную игру в полноценный досуговый опыт. Это не просто место для аренды корта, а клуб, куда приходят проводить время, общаться и играть. Клуб расположен в районе Тампа-Бэй, Флорида, США, и работает в формате индор, то есть все корты находятся внутри помещения с кондиционированием. Это позволяет играть круглый год, независимо от погоды, что особенно важно для жаркого климата Флориды. Пространство довольно масштабное. Здесь оборудовано 12 полноценных кортов с постоянной разметкой и сетками, а на одном корте обычно комфортно играют до 6 человек. Помимо самих кортов, в Пикл и Пайнт есть развитая инфраструктура, зоны отдыха, бар с напитками, дополнительные развлечения вроде настольного тенниса и корнхолла. Также доступны тренировки, детские программы, лиги и турниры. Все это формирует атмосферу спортивного комьюнити, куда можно прийти даже без компании. За счет формата Open Play легко найти партнеров для игры. Стоимость аренды варьируется в зависимости от времени суток. В непиковые часы аренда корта стоит около $30 в час, в стандартные периоды примерно $40, а в вечерние прайм-таймы до $50 в час. Кроме аренды, доступны групповые игры и различные активности, иногда требующие отдельной оплаты. Здорово, что парни выбрали подобное место, чтобы познакомиться ближе с повседневной американской культурой через простой и популярный формат отдыха. Чангук указывает на ухо, чтобы толпа пела громче, затем кусает губу и показывает им большой палец. Эффект BTS? Экспорт кей-поп альбомов в первом квартале впервые превысил $100 миллионов и обновил исторический максимум. Благодаря росту популярности кей-поп, в том числе возвращению BTS, экспорт музыкальных альбомов CD в первом квартале этого года впервые превысил отметку в $100 миллионов, установив новый исторический рекорд. По данным таможенной службы Южной Кореи, в первом квартале экспорт альбомов составил около $120 миллионов, примерно 177 миллиардов вон. Это на 159% больше, чем за тот же период прошлого года, и является самым высоким квартальным показателем за всю историю наблюдений. Этот результат составляет около 41% от общего годового экспорта прошлого года, который достиг примерно $300 миллионов. Поэтому эксперты предполагают, что в этом году возможен новый рекорд и по итогам года. Отмечается, что экспорт альбомов продолжает обновлять максимумы уже несколько кварталов подряд, начиная с прошлого года. Однако именно превышение отметки в $100 миллионов за один квартал произошло впервые. Как держать себя в адекватном состоянии, если каждый концерт – это буквально «смотрите, что вкинем». Girls Talk в Instagram сделали подборку из 5 айдолов, которые окрепли после армии. Дисциплинированная армейская жизнь и интенсивные физические тренировки заставляют многих изначально стройных и худощавых кей-поп айдолов набирать мышечную массу и становиться очень крепкими во время службы, сильно отличаясь от своей формы до призыва. Фигура Тэхёна была довольно худой до призыва, но после того,
как он присоединился к элитному подразделению военная полиция специального назначения ДЭТ сухопутных войск. Его вес вырос с 62 килограммов до 82 килограммов. После демобилизации у Ви заметно расширились плечи, а тонкие руки приобрели мощные бицепсы и мышцы спины. Его мышцы просто взорвались. Когда мужчина умеет пользоваться ножом. Чангук в индийской газете Time of India, Бангалор. Звезда Чангук штурмом захватил социальные сети. Его видео на мотоцикле за 3 дня вышло на 3-е место среди самых пересылаемых постов в истории Instagram. 18-секундный клип с лаконичной подписью «Я захотел это попробовать» вызвал безумие среди фанатов. Теперь он стоит в одном ряду с такими вехами, как пост Лионеля Месси о победе на чемпионате мира и пост Тейлор Свифт о помолвке. Эти взгляды, полные любви, делают меня слабым. Чангук упоминается в новом романе Али Хёзелвуд Шах и Мат, Чек и Мейт. Моя сестра была так счастлива его видеть, будто встретила самого Чангука. Это еще раз подтверждает культурное влияние Чангука, которое распространяется на самые разные сферы по всему миру, по-настоящему выходя за рамки только музыкальной индустрии. Али Хёзелвуд – писательница мирового уровня, чьи книги занимали первые строчки в списках бестселлеров The New York Times и The Sunday Times. Если вдруг кто-то забыл, каким потрясающе красивым выглядит Тэхён, когда улыбается. Сообщество Тейкрю Боливия решило навсегда запечатлеть имя Ким Тэхёна в Кочабамбе, Боливия. Данный проект призван воздать должное искусству и любви, которыми Тэхён вдохновляет нас. Проект, оставляющий неизгладимый след, созданный с огромной любовью боливийскими фанатами. На одной из самых знаковых туристических достопримечательностей страны, статуе Христа Согласия, теперь есть памятная табличка с именем Тэхёна. Это подтверждает официальный сертификат памятной таблички Кристоу де ла Конкордия в знак признательности Ким Тэхёну. А это, чтобы сны были особенно сладкими. Его глазки.
Он все еще такой горячий парень. Возраст делает его только дороже. Любуемся. Ему очень идет такой образ. Лучше бы я этого не видел. Отель Hilton Tampa Airport West Shore, расположенный в непосредственной близости от стадиона Реймонд Джеймс, разработал эксклюзивное меню напитков pre-game, предназначенное для поклонников группы BTS. В числе предложенных коктейлей есть напиток, названный в честь участника группы Чангука. Читали фанфик, где мачо-мен Чангук ехидно так опасно усмехался на какую-то колкость Тэхёна? Теперь смотрите, как это в жизни выглядит. Новое ток-шоу The Best Talk Show транслируется на Ламино. Также опубликован новый визуальный контент с BTS на Дакома Max. В ток-шоу примут участие 7 участников группы. Название ток-шоу The Best Talk Show. Ламино будет вещать с уверенностью. Каждый год меняется ведущий из числа участников, который задает вопросы, вызывающие интерес у других участников, полностью. ТВГМ говорит о том, что становится интереснее, поэтому, пожалуйста, не пропустите реальное ток-шоу. Кроме того, мы публикуем новый визуальный контент и ролики Дакома Max with BTS. Ключевой визуальный контент, который будет опубликован 26 марта 2026 года, пятница, это одна из фотографий, на которой 7 участников стоят в белом на фоне продвижения. Ролики и другие ролики будут выпущены в 2 версиях. Пожалуйста, обратите внимание на выражение лиц каждого из 7 участников. Кроме того, что касается просмотра Ламино, если вы выберете Ламино в рамках услуги Selected Benefits в тарифных планах Дакома Max или Дакома Poikatsa Max, вы сможете пользоваться подпиской Ламино Premium без дополнительной оплаты. Социальная бабочка Тэхён и собственник Чон Чангук «Моя Римская империя». Как лучше всего по-настоящему сохранить в памяти камбэк BTS? Послушайте, фотообудка – отличный вариант. Вы можете передать свои любимые моменты в забавной форме, распечатать их и сохранить как воспоминания на долгие годы. По всему Сеулу участвуют разные фотообудки, и вам стоит. Но мы, к сожалению, не в Сеуле и даже не в Корее.
Кто разрешил ему быть настолько опасным? Запомнить народную песню другой страны на незнакомом языке – это совсем непросто. Если бы мне пришлось выучить такую песню, например, на русском или шведском, я бы, наверное, повторяла ее десятки, а может и сотни раз, чтобы спеть правильно. И вот армия, которые выучили Ари Рэнк из Body to Body и пели ее во весь голос на концерте в Тампе. Спасибо вам за это. Один фанат написал, что это был самый счастливый момент в его жизни, потому что он смог спеть эту песню для них, на их родном языке. И правда чувствуется, сколько труда вложено в произношение, в интонацию, в каждое слово. Просто Тэхён просто целует букву К. Ну и что на весь мир? Ему этого мира мало. Абсолютное доминирование. С Ким Тэхёном каждое выступление – это новая глава в искусстве, которая никогда не дублирует предыдущую. Здесь нет места заезженным формулам. Он четко осознает, что именно хочет донести до мира. Многие до сих пор не в силах до конца осознать тот колоссальный эффект, который Ким Тэхён оказывает на широкую публику, фанатов и мировые СМИ в рамках этого камбэка BTS с альбомом и туром Ари Рэнк. В этой точке сошлось все, что Тэхён выстраивал годами. Его вокальное мастерство, эстетическая целостность, признание как культурного символа и глубокое уважение со стороны индустрии. Сегодня мы видим артиста на пике самоосознания, он точно знает, кто он такой и что хочет выразить. Его нынешний престиж беспрецедентен, потому что в одном моменте идеально совпали талант, уникальная идентичность и исторический контекст. Каждый перформанс Тэхёна в туре Ари Рэнк рождается из собственной неповторимой атмосферы. У каждого шоу своя визуальная эстетика, свой нарратив и свой эмоциональный спектр. Это не просто концерты, а сменяющие друг друга главы живого искусства. Ни одно выступление не повторяет прошлое. Здесь нет места шаблонным решениям. Он полностью контролирует свой творческий посыл. Эта способность постоянно генерировать новые смыслы и атмосферы выдает в нем творца с невероятно зрелым эстетическим чутьем и авторским видением. Тэхён не просто функционирует внутри заданной концепции. Посмотрите, как он расширяет ее границы, углубляет ее и делает по-настоящему незабываемой. В конечном итоге перед нами не просто универсальный артист, а сама идентичность в движении. Эта творческая текучесть отражает его умение мгновенно откликаться на новый опыт, эмоции и культурные отсылки, позволяя его искусству расти и меняться вместе с ним самим. Ким Тэхён превращает каждое свое появление на сцене в уникальный, единственный в своем роде художественный опыт. Второе место. Это так интимно. Обожаю эту паузу во время зрительного контакта, слишком интимно. 좀 많이 라면에 그런 내공을 넣어주고 있구나 이렇게. 라면에 네. 내고 Посмотрим на это еще раз.
Первое место. У Чонгука такая разная реакция. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.